Всем привет! Я сейчас нахожусь в Могилев-Подольске. Да, случилась таки война. 24 февраля Российская Федерация развязала войну в Украине. Мне пришлось покидать Харьков. Обращаюсь к вам, российские подписчики моего канала, на русском языке, который здесь никогда не ущемлялся, особенно из моих вылазок, путешествий по всей Украине. Я не могу подобрать хороших слов в ваш адрес тем, кто поддерживает эту войну. В этом видео я расскажу о том, как я эвакуировался из Харькова, Могилев-Подольский, мой родной город, как у меня закончилась нормальная жизнь. Я не буду здесь вести дискуссию, кто прав, а кто виноват. Позиция моя очевидна. Эта война бессмысленна и бесцельна. В 21 веке это самый худший сценарий решения любого вопроса. Лично я с 2012 года жил в Николаеве. А в 2020 году переехал в Харьков. В 2014 году здесь также были различные митинги. И что? Здесь не создали квазигосударств, люди жили мирно и достойно. Квартиру мы сняли в районе Салтовки, по улице Гвардейцев-Широнинцев. Первый год постепенно мы поднимались на ноги. Я нашел новую работу, стал получать достойную зарплату. Ездил на вылазки, соответственно снимал видео, которые публиковал на своем канале. Все было мирно, я строил планы на будущее. — 24 февраля меня разбудили рано утром. По нашей стране были выпущены ракеты. Немного позже к нашим границам двинулась вражеская армия, техника и авиация. Первые несколько дней — это просто шок. Теперь нашей первоначальной целью было покинуть наш дом, спрятаться от взрывов и выжить, спасти свою семью. Первый день я взял билеты на 25 число. Мой родной город Могилев-Подольский, Винницкой области. Украинские железные дороги в эти дни работали еще по графику. Взрывы были слышны еще утром, но под вечер их стало больше. Услышали взрывы, двигаемся в метро. Немного переждем, пока заляжет вся эта обстановка. А потом обратно, может, снова в квартиру вернемся. Сейчас я нахожусь в Салтовке. Все остальное закрыто. Все киоски. Не знаю, АТБ у нас там слева. Сейчас пойдем посмотрим. Тут все закрыто. В АТБ по 2 человека пускают. Мы решили пересидеть какое-то время в метро. От нас недалеко находилась станция метро Студенческая. Внутри полно народу. Вагоны слева и справа переполнены людьми. Все они бросили свой дом и были вынуждены укрываться от обстрелов в метро. Беспрецедентная ситуация. Люди то вниз спускаются, то вверх. До конца комендантского часа, который был установлен с 10 до 6 утра, я все-таки решил вернуться в квартиру.
На следующий день, ближе к обеду, было решено отправиться на железнодорожный вокзал. Такси в этот день было сложно вызвать, а стоимость до ЖД вокзала составила 340 гривен. На вокзале обстановка была вполне спокойная, людей было немного. Когда усилились взрывы, всех попросили спуститься в метро, которое находилось под вокзалом, станция метро Южный вокзал. До отправления нашего поезда мы там и остались. Спустя время мы на платформе стали ждать прибытия нашего поезда, который опаздывал уже на 40 минут. Вдруг с табло наш поезд исчез. И через несколько минут стали объявлять, что поездов на запад больше не будет. Последним от станции ушел поезд Лисичанск-Ужгород. Буквально сейчас отменили поезд 132 на Жмеринку. На запад уже больше ничего не поедет, кроме Лисичанск-Ужгород. Несколько вариантов. Оставаться на ночь в метро до утра и уповать на какой-нибудь поезд, или вызвать каким-то способом такси и ехать обратно домой. После первой безуспешной попытки уехать, мы решили остаться в Харькове. И только уже в крайнем случае снова попытаться уехать из города. Ебать, вышел в магазин, слышны взрывы. Жесть. В сельпо решил пойти. Тупо закрыто вообще. Вокруг все закрыто. В интернете появилась интерактивная карта, где можно было проверить, что и где и до скольки работает. Поблизости от нас находился торговый центр «Класс». Вылазка за едой. Третий день боев. Идем за блатными макаронами. Очередь в «Класс». Считаю, что очередь как на границу. Решили заглянуть в бомбоубежище. Найс. Чисто найс. Не, ну вот тут еще более-менее норм. Несколько дней под взрывами, и мы снова планируем во второй раз уехать из Харькова. Купили билеты в этот раз на поезд Харьков-Трусковец. Поезд будет сформирован на станции, увеличивая наши шансы уехать из города. Последний взгляд на комнату, где все еще остались все наши вещи, которые одним махом не вывести в безопасное место. То чувство, когда ты даже не знаешь, останется ли здесь хоть что-нибудь целым, будет ли возможность вернуться обратно в свою квартиру. Такси в этот раз стало еще сложнее вызвать. Некоторые сервисы отказывались ехать к нам за оплату в 500 гривен. Получилось вызвать машину через час ожидания в приложении OnTaxi за 600 гривен наличными. На железнодорожный вокзал прибыли к 12 часам и уже до последнего находились в ожидании нашего поезда, который должен был прибыть в 8:15 вечера. Эти люди благодаря России покидают Харьков и уезжают. Спасибо России за это.
Ближе к отправлению нашего поезда я решил сходить к справочному бюро вокзала. Это пиздец. Походу очередная ночь на вокзале. В ответ на вопрос о Трусковецком поезде информации о прибытии поездов нет. Возвращаться в квартиру мы не хотели, а поэтому пришлось ночевать на вокзале станции. Одно дело, когда я на вокзале один или с друзьями. Мы не в таких условиях ночевали в разных уголках нашей страны во время вылазок. Без комментариев. Подписчики моего канала в курсе. Но сейчас это не вылазка. Со мной моя девушка, кошка в переноске и немало вещей. Конечно, всю ночь я не спал, чтобы не упустить первые поезда, которые будут следовать на запад. К моему счастью, ближе к 4 утра прибыл Лисичанск-Хмельницкий, будто бы подарок с небес. Мы вмиг собрали вещи и побежали к платформе. Подбегая к вагону, вопрос: «Места у вас есть?» «Ищите дальше», — ответил проводник. «Бегите к плацкартным вагонам». Пробежав к следующему вагону, типа Амендорф, я задал тот же вопрос проводнику. И, к счастью, мест было достаточно. Нас поселили в первое купе после проводника. Еле сели, но не на наш поезд, на 138-й. Ну, в купе. Ну, в купе. А нам сказали идти в куда? В Плацкарт. Теперь можно было отдохнуть. Но спать я все еще не мог. Еще не конец. Еще не прибыли. Хочу выразить большую благодарность всем нашим железнодорожникам, которые меня смотрят, за обеспечение безопасного движения, за их труд, переработку в эти тяжелые дни. Я понимаю, какой для них шок был в первую неделю. Составленные до войны графики можно было спокойно выбрасывать. Стоянка поїзда 20 хвилин. Что ты сказала? Давай сначала подождем еще. Не дождались. Спасибо вам. Все, спасибо. Я его знаю, кто это. Давали телефон, звонила, общалась. Женщина?
сусідка Світлана. Саша, я вам хочу повідомити, що мене з другом брат забрав. Я уїжджала. Поэтому, щоб ви знали, щоб не безпокоїлися. Бажаю вам триматися і залишитися живими і неушкодженими. Та за вас молитися. Так. Всього доброго. Всього доброго. До побачення. Пасажири, приміський поїзд з полученням Жмеренка-Козятин прибуває на другу колію. Прибыл на станцию Винница ближе к 6 вечера. И после ночевки у родных на следующий день на автобусе я отправился в Могилев-Подольский. И по сей день я нахожусь здесь. Постоянных взрывов артиллерии, прилетающих ракет здесь нет. Постоянно от 3 до 7 раз в день здесь воют только сирены тревоги. На момент создания этого видео война до сих пор продолжается. Мирные жители продолжают погибать тысячами в этой бессмысленной войне. Но надежда умирает последней. Не все так плохо. Рано или поздно это должно закончиться. Справедливость восторжествует. Благодарю за просмотр. Все буде Україна!